Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Такой хобби-влог, скажем, по хвостушкам. У меня появились новые карандаши. Муж мне купил новые карандаши. Мы как-то разговаривали. Говорю, хочу что-нибудь тоже новое. И он мне принес сегодня вот такие карандашки. Решил порадовать чуть-чуть карандашами. Это вот такие карандашики. Фирма у них производитель Flowood. 72 карандаша. Заявлены как профессиональные карандаши. Они в жестяной коробочке. Я так понимаю, это художественные карандашики. Это у нас Китай, если я не ошибаюсь. Профессиональные карандаши в деревянном корпусе, упакованы в металлический пенал. Китайская фабрика делает карандаши многим именитым европейским маркам. Ну и вот, собственно говоря, это их карандаши. Как уже сказала, они в металлическом таком пенале интересном. Вот так это все выглядит. Еще не открывала. Давайте откроем. Вот здесь они зафлюдированы в слюду, чтоб ничего, так сказать, никто не открывал, не лазил. И давайте уберем. Вот такой красивый компактный металлический пенал. Я его оставлю в любом случае, даже если что-то пойдет не так по поводу карандашей. Ну, немножко, конечно, разделены карандаши на 3 сета. Видите, по цветам разложены. Вот такая вот красивая, я надеюсь, вам видно, упаковочка. Давайте откроем ее. Ну и непосредственно сами карандашики, как я уже сказала, в дереве. О, сильно потянула, да? Сильно подтянула. Так, нужно, чтобы он привык, что его вот так. Собственно говоря, такие вот 3 отделения карандашей. Красиво выглядит, достаточно прилично. Давайте посмотрим. Легкие карандаши, очень легкие, круглые. Дерево, грифель. 3 миллиметра сам грифель карандаша. Карандаши, кстати, пронумерованы, что тоже очень здорово, если делать выкраску. Они уже пронумерованы. Давайте возьмем листочек. Я еще не делала выкраску на них совсем. У меня что, бедные листочки. Бедная тетрадка. Давайте попробуем. Собственно говоря, очень мягко пишут. Достаточно мягкие. Прям очень мягкие. Неплохо, смотрю, наслаиваются. Достаточно пигментированные. Вот видите, наслаивают туда-сюда. Очень даже неплохо. Я надеюсь, видно. Вот такая вот прелесть. Получается, классные карандаши. Пока что очень даже неплохо. То есть вы можете, все зависит от нажатия, но в целом они достаточно мягкие, неплохо отдают цвет, хорошо так пигментированы. Ну, я не вижу, чтобы они здесь конкретно пылили, крошились, такого прям я не вижу, нету. Все хорошо, наслаиваются, как я уже сказала, прекрасно, бумагу не царапают при нанесении, что тоже здорово. Ну и, собственно говоря, вот мы с вами видим. Ну, давайте какой-нибудь еще, то я в красные цвета. Давайте зеленый. Ух ты, какой яркий, очень красивый оттенок. Посмотрите, какая прелесть. Хорошо наслаивается, мягко. Мне прям нравится. Я надеюсь, что вам видно. Я уже замучилась этой камерой сегодня.
Вот такая вот прелесть. Довольна пока карандашами. В данный момент я ими очень довольна. Здесь 72 оттенка. Ну, я так понимаю, судя по тому, что я вижу, видите, 3 сета, как уже говорила. Судя по тому, что я вижу, ну, по факту здесь, наверное, 59 оттенков, 12 повторяются. Так или иначе, очень много коричневых, смотрю, что здорово, в общем-то. Достаточно редкий для меня. Я вот частенько ищу такой цвет, достаточно часто. Не серый, не сиреневый, такое что-то между. Давайте попробуем. Интересный такой оттеночек, очень редко бывает. Не во всех наборах, что тоже здорово. Вот такой вот красивый оттенок, я надеюсь, вам видно. Я надеюсь, что все-таки будет видно. Камера не хочет справляться, что-то в последнее время. Пора менять камеру. Видимо, очень красивый цвет, мне прям понравился. Ну и вот эти вот ихние рубашки, в принципе, соответствуют своим цвету. Ну, давайте, что-то еще здесь есть также белый. Ну, это понятно. Оттеночек, он как красиво. Зеленые красивые оттенки. Нравятся. Ну и мне бы хотелось, понятное дело, что когда вы делаете выкраску, это одно. Когда что-то раскрашиваете, это совершенно, я надеюсь, хотелось бы, чтобы вам было все-таки видно. Очень мягкие, достаточно яркие карандаши. К сожалению, камера. Да. Камера что-то меня, прямо если честно, разочаровывает и подводит. Я надеюсь, очень хотелось бы верить, что все нормально. В общем, я довольна. На данный момент я довольна. К сожалению, единственное, я так и не нашла, где бы было заявлено, ну, наверное, из чего они, что это, кроме как грифель, графит и так далее, больше ничего не нашла. В общем, палитра, если кому-то, ну, все будет понятное дело, все отсвечивать. Вот такая у них палитра. Сделаем с вами отдельно выкраску, если интересно. Пока что я именно все 100% довольна. Как уже сказала, разделены они на 3 ячейки, поделены, да, вот для удобства, видимо, красить. Ну, а вы можете разложить как хотите. Ну и пенал можно, в общем-то, оставить в будущем, что-то еще раскрасить. Так, это что касаемо карандашей. Довольна. Спасибо огромное мужу за такой сегодня нежданный подарочек. Здорово. У меня появилась, как видите, подставочка под кисть. Тоже такая вот милаха. Подставочка под кисть. Совушка. Я люблю сов, обожаю. Очень. И здесь, как говорится, теперь в тему. Ну и хочу, как уже сказала, одно дело сделать выкраску, и совсем другое дело, когда ими рисуешь. Поэтому мне бы хотелось что-нибудь раскрасить этими карандашками. Там Рита сходит с ума, это нормально, не пугайтесь. Ребенок веселится, балуется. И я пока не определилась. В общем, я взяла вот эту от Мариолы Будек портреты. И хочу что-нибудь выбрать, полистать, что-то выбрать и что-нибудь здесь тоже раскрасить. Непосредственно как раз-таки попробовать вот этими карандашами. Бумага здесь под карандаш, поэтому буду сейчас смотреть. Итак, продолжаю свой хобби-влог такой. Хобби-влог, обзор, не знаю, кому как удобно, кому как нравится. Что-то моя камера совсем меня прям разочаровывает. В общем,
Как и хотела, я этими карандашами решила пораскрашивать. Раскрасила волосы пока что девушки. Кожу она высветляет камера, но на самом деле все раскрашено. Тоже раскрасила. Ну и вот пару цветков на пробу. Исключительно, дабы вам показать, ну вот что у меня получается, дабы вам показать сами карандаши. В общем-то, именно не на выкраске, а в рисунке. Как рисуют, как наслаиваются. Наслаиваются прекрасно, смешиваются тоже неплохо. В общем, ну, я думаю, вы сами все, очень хочется в это верить, по крайней мере, что вы сами все видите. В общем, вот так они в работе, потому что на выкраске, как я уже говорила, может быть одно, а когда раскрашиваешь какую-то работу, рисунок, это совершенно уже другие, по-другому выглядят совершенно другие карандаши. Не пугайтесь, тут вода никак не унесу. Я параллельно просто акварелила, и тут появились карандаши, поэтому начала снимать. В общем, что хочу сказать. Я довольна, в принципе, как вы видите. Ну, понятное дело, волосы тут немножко намудрила, но это мой косяк, не карандашей. Не совсем определилась и поняла, какая по цвету она у меня будет, но в целом мне нравится. Итак, почему намудрила? Немножко не привыкла еще к оттенкам карандашей, к самим. Поэтому нужно привыкнуть, нужно понять, какие для чего оттенки здесь лучше будут подходить. Ну, именно для меня. Я имею в виду, что волосы красить, там кожу. Точатся. Я вот фикс-прайсовская точилочка самая обычная. Я так чуть-чуть вам точится прекрасно. Все хорошо, затачивается хорошо, мягко, ничего не портится, не ломается. Меня устраивает. Что тоже немаловажно. В общем, вот так получается, но уже готовую работу покажу в раскрашенном за месяц, наверное. Это было так исключительно ради вас. Мне хотелось тоже посмотреть, как они будут именно на бумаге, в раскрашении, потому что по выкраске не всегда можно точно утверждать, хорошие или нет карандаши. Ну что мы имеем в итоге? Карандаши отличные, красят замечательно, мне понравились, я с удовольствием красила, достаточно мягко красят, не крошатся, не пылят, что тоже здорово, довольна. Из чего? Из, наверное, плюсов. Мягкие, хорошо точатся, хорошо наслаиваются, неплохо смешиваются. Не сказать, что прям совсем все смешаешь, но тем не менее можно. Для этих карандашей это очень даже неплохо. Несмотря на то, что заявлены как профессиональные, я бы не сказала, что за 1000 рублей там они профессиональные, но тем не менее имеет место быть. Дальше, что еще хотела вам рассказать. Не царапают бумагу, достаточно мягко, хорошо по ней рисуют. Вот вся палитра. В общем-то, где-то что-то я перепутала, наверное, местами, но это не страшно. В общем-то, я могу их потом разложить по цветам. Что хочу сказать. Сами карандаши разложены уже. Производитель сам разложил их по таким вот сетам и как-то вот в своем понимании, да, разложил по определенным оттенкам. Для меня было удивительно, здесь нет черного. Как вы видите, его здесь нет совсем. Очень много коричневых, достаточно зеленых оттенков. Есть даже очень интересно. Есть такой серо-сиреневый красивый, причем он, по-моему, повторяется. Да, я не знаю, для чего производитель сделал. Заявлено 72 цвета, но из них 12 повторяются. Может быть, они как редкие оттенки за счет этого повторяются. Может, еще что-то. Не возьмусь именно сейчас утверждать, но вот 104 повторяется, причем именно повторяется, потому что 104 и здесь 104, 113 и вот 113 вижу, да, вот уже 2 нашли, то есть 12 карандашей, ну, по сути, получается здесь не 72, а 59, но это не проблема и не страшно, но как-то немножко для меня странно. Почему? Ну и
Скорее, это не минус, скорее для меня просто минус небольшой такой. Нету розовых, именно телесных. Очень сложно было что-то вот мешать, намешивать. Я как еще не умею слишком хорошо смешивать кожу, там оттенки кожи и так далее. Было очень сложно. Я, в общем, попробовала именно раскрашивать, если вы как вы поняли, все это раскрашивалось именно вот этим набором, непосредственно без добавления каких-либо карандашей. Так вот, с кожей было сложнее всего. То брать желтый, то розовый, то еще что-то. В общем, пытаться это все как-то смешать. То есть кожу вы этим набором не раскрасите. Скорее всего, профессионал, наверное, раскрасит. Я вот тот, кто не профессионал, кто начинает раскрашивать и так далее, учится, это, наверное, будет сложно сделать. Ну и нет черного. Удивительно, но в наборе нет черного карандаша. Можно было вместо 12 повторяющихся положить один черный, вложить. Почему у него нет, я не знаю. В целом я справилась, опять же, в своей работе. Я брала 115, самый такой темно-серый здесь. Я черным пользуюсь только исключительно, если он действительно нужен, именно черный цвет. А так я в любом случае беру обычно темную сепию или темно-серый. Но вот его здесь тоже нет. Такой, знаете, своеобразная палитра. Я бы сказала, даже на любителя, наверное. То есть в любом случае, прежде чем их купить, вам нужно, стоит присмотреться, дабы понять, надо вам или нет этот наборчик. Ну, а в целом хороший. Наверное, мне понравилось. Достаточно хорошо, мягко рисуют. Не пылят, не ломаются, наслаиваются. Для себя я сделала вывод, что, скорее всего, в будущем приобрету все 120, или сколько у них тут оттенков в наборе, в большом, в полном, скажем так. Но вот эти 72 я тоже, конечно же, с удовольствием использую. Спасибо мужу. Порадовал сегодня таким вот подарочком. Еще раз покажу палитру, потому что не знаю, так, не хочет камера. Видите? Есть темный. Я сначала как смотрела, думала черный, но они темно-серый, темно-синий, но никак не черный. Здесь вот есть розовый, да, бывает так, что смотришь вроде бы и вот 84-й, кажется, что они телесные, на самом деле они прям вот действительно именно розовый, прям такой, ну и там больше оранжевый, чем телесный. То есть можно было вложить хоть один телесный, хоть один черный, какой-то, ну плюс-минус светлый, темный, неважно, чтобы хоть как-то разбавить палитру. Скорее всего, это было сделано, как всегда, такой ход конем, чтобы покупали большие наборы помимо маленьких. В общем, да, чтобы вы купили маленький, более дешевый набор, да, поняв, что вам не хватает оттенков, вы пойдете и возьмете уже более полный набор. Не знаю, не буду утверждать, но скорее всего это так. Если интересно, сделаю выкраску на полный набор, полностью на бумаге все, если вам интересно. Я как-то, даже если делаю выкраску на бумаге, я все равно, когда раскрашиваю, у меня под рукой всегда листочки, я все равно так или иначе пользуюсь листком. Поэтому я особо не вижу большой надобности для выкраски. Ну вот, оттенки. Многие из тех, что я использовала в раскраске здесь. Единственное, синий, это я просто искала черный. Некоторые прям очень темно-синие рубашки, кажется, сдалека как будто черный, достаешь, это синий. Ну а так вот розовый использовала, в серединку цветка брала, волосы. 2 коричневых, темно-серый. Вот это вот мы с вами смотрели серо-фиолетовый, зеленый красивый. Ну, в общем, если кому-то интересно, я сделаю, пишите, я сделаю полную выкраску на карандашике. Ну, а сегодня это было больше как такая похвастушка. Плюс уже решила, раз карандаши, значит, пораскрашивать и показать вам, как они себя будут вести именно в работе. Вот так вот поближе, может, кому-то покажу. Ну и мне осталось, собственно говоря, докрасить 3 цветочка, одежду, ну и где-то что-то скорректировать. А так в целом фактически готовая работа.
Вот такой сегодня получился легкий влог. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.